Новая модель наушников от бренда Realme, которая удивила меня в хорошем смысле, так как на борту у нее активное шумоподавление аж до 42 дБ. Конечно же, есть режим прозрачности, есть возможность индивидуально настроить под себя звучание. Также они могут похвастаться шикарной автономностью, которой хватит каждому, и быстрой зарядкой, интересным дизайном как у бокса, так и у наушников, вдобавок отличными материалами и великолепной сборкой. К слову, у наушников есть водонепроницаемость класса IPX5 по заявлению производителя. Также в наличии удобное приложение, в котором можно полноценно настроить наушники под себя. Любителям поиграть на смартфоне предоставили игровой режим, который снижает задержку до 88 миллисекунд. Но как на самом деле дела обстоят у Realme Buds Air 3, я сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новинку Realme Buds 3. У меня на канале, наверное, было беспроводных наушников от бренда Realme штук 30, если не 40. Все они отличаются довольно хорошим качеством звучания, очень неплохими микрофонами и стандартно какими-нибудь новинками, плюшками. Внешне на самой коробке, которая довольно презентабельна, я не вижу особой разницы между второй и третьей версией. Мне их выслали буквально на второй день после того, как я их купил. Моментально они появились на таможне. И, в принципе, цвет, блеск, красота. Где их продают практически везде. Из интересного здесь, во всяком случае, заявлено 42 дБ активные шумоподавление, притом это довольно серьезно, потому что до 35 в основном в затычках, а это вакуумные затычки. 10-миллиметровые динамические драйвера довольно стандартные, и по большому счету мы не смотрим на эту цифру. Почему? Потому что даже топы некоторые выпускаются, те же Sony, с 6-миллиметровыми динамическими драйверами, ТВС-ки свои, но звучат они от этого не менее круто и не менее топово. Аудиотюнинг, надеюсь, это имеется в виду эквалайзер кастомный и, разумеется, low latency. Супер. 88 миллисекунд. Что это значит? В идеале можно будет играть в какие-нибудь игрушки. Опять же, по поводу шутеров и всего остального, когда мы надеемся, что мы ТВС-ки будем использовать в каких-то играх, нужно всегда помнить, что очень сильно все зависит раз от вашего телефона, два от вашего интернета и три от оптимизации самого производителя при работе конкретно с ТВС-наушниками. Допустим, тот же PUBG, его оптимизировали очень долго и упорно. И насколько бы круто не было реализовано конкретно в этой железке, задержка, все будет зависеть от магии электронов, то есть от многих факторов, которые впоследствии повлияют на работу данных ушей. Смотрим. По цвету чем-то мне сразу напоминают вивовские наушники, ну, будем смотреть. Очень-очень неплохо, может быть слегка, конечно, как говорят, мажорно, слегка пафосно, но мне нравится. Вот здесь у нас прозрачная получается надпись Realme, хотя и матовый, но довольно скользкий. С правого бока у нас кнопка для сопряжения. Здесь у нас есть амбушюра. Та-да! И кабель для зарядки. Кабель для зарядки в стиле Realme желтенький. Хорошо, что Type-C. Документация у нас в первую очередь, разумеется, на английском языке. Объясняют, каким образом их сопрягать. Нажимаете на кнопку, через 3 секунды оно появляется во вкладке Bluetooth. Из амбушюр смотрим, что у нас идет в комплекте. 4 штучки, то есть 2 пары и 1 пара на самих наушниках. Очень скользкий бокс. Давайте проверим, сколько они весят. 9,1. Считайте по 4,5 грамма каждый наушник. Бокс весит 37 граммов. Звуководы посмотрим потом. Сейчас сначала я примерю. Все стандартно, все комфортно под цвет рубашки. Не скажу, что они супер какие-то удобные, неудобные. Нужно поносить, нужно несколько часов стандартно поносить и послушать. Амбушюры размера М мне подошли. Звуковод не длинный, соответственно, тем, у кого с ушными каналами не то чтобы траблы, но они не особо широкие и глубокие. Вот, пожалуйста. В принципе, это универсальный размер. Сеточка металлическая. Учитывая, что это не первые их наушники и даже не 10-е, у бренда BBK все будет хорошо и со звучанием и со всем остальным. Будем дальше тестировать, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. В продаже есть 2 расцветки, это синий и белый. Дизайн бокса на первый взгляд может показаться несерьезным, но со временем понимаешь, что выглядит он действительно интересно и довольно запоминающийся. Изготовлен бокс из качественного
качественного матового пластика с прозрачной, по всей видимости, пластиковой вставкой с надписью Realme, но это точно не стекло. Форма бокса овальная, габариты 64 на 48 на 24 мм. В кармане не мешается за счет того, что он достаточно компактный, тактильно приятный, но скользкий. За время использования потертости не собирал, и марким я его не назову. Сборка хорошая, не считая легкого люфта крышки. На корпусе расположили LED-индикатор, хорошо оформленную кнопку питания, как и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, и крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень даже удобно. Хлопок при закрытии бокса глуховатый и не раздражающий. Далее, внутри на матовой поверхности расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткая информация мелким шрифтом. Наушники в боксе сидят плотно, если попытаться вытряхнуть, то нужно будет приложить довольно сильные усилия, так как магниты, удерживающие наушники, оказались добротными и хорошими. Емкость аккумулятора 460 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 44 минуты. Беспроводной зарядки я не обнаружил, она не была заявлена, и это слегка расстраивает. Наушники можно перезарядить от кейса полных 3 раза и 4-й наполовину. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из пластика. Дизайн мне понравился, в ушах смотрится привлекательно. Ножка слегка матовая и светлого оттенка, а основание темнее и полностью глянцевое. Габариты небольшие, 27 на 20 на 15 мм. Ножка не длинная, всего 26 мм. В толщину 6,5 мм. Звуковод овальный с металлической сеточкой, что хорошо, ее габариты 4,5 мм на 6,8 мм на 2,8 мм. Сборка хороша. Посадка в ухе отличная, дискомфорта на протяжении 2 часов непрерывного прослушивания музыки я не обнаружил, и уши не устают. Вообще забываешь о наушниках. Выпирают они визуально средние. При занятии спортом из ушей не выпадают, что хорошо. На корпусе есть два контакта для зарядки, по 2 микрофона на каждом наушнике. Датчик обнаружения в ухе, который можно отключить в приложении, что удобно. И вдобавок показали они себя на деле хорошо. Далее есть по 2 отверстия для активного шумоподавления, и последнее — это сенсорная панель. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, включение игрового режима и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа, ура, здесь нет, что хорошо, но регулировки громкости тоже не завезли, что плохо. Может, с новой прошивкой и появится, но я так не думаю. На тапы откликаются довольно быстро, без ложных нажатий, как вы понимаете. Оснащены наушники динамическими драйверами на 10 мм и диафрагмы LCP. Активное шумоподавление, оно же ANC до 42 дБ, отрабатывает хорошо. С 2 режимами работы это сильный и умеренный. Вдобавок есть функция шумоподавления ветра с помощью технологии The-Wind. Режим прозрачности меня также порадовал. Он не раздражительный, и пользоваться им при разговоре с собеседником удобно. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают, но переподключаются с незначительной задержкой. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт на 2 устройства есть, что очень даже круто, так как не часто встретишь наушники с этой функцией. Анимация при первичном подключении на OnePlus 9 Pro была. В дальнейшем анимации я не наблюдал, а на iPhone вообще ее не было. Далее, емкость аккумуляторов наушников не указана. Полный цикл зарядки занял у меня 58 минут. Отыграли они на 70% громкости по кодеку AAC без активного шумоподавления ANC со звуковым эффектом баланс. Целых, внимание, 6 часов 35 минут, что очень близко к заявленным 7 часам. 10 минут в боксе дали мне 1 час 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IPX5. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего дал им просушиться. Функционал не пострадал, как и звучание, но делать так нельзя. Плавать в них нельзя, мыться в них нельзя. IPX5 — это только про дождик. Дождя они не боятся, всего остального опасаются. Для полноценной настройки девайса необходимо установить приложение Realme Link. Доступно оно как на Android, так и на iOS устройствах. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд аккумулятора бокса, нужно в него поместить наушники, что, конечно же, является неудобным. Далее есть регулировка шумоподавления, 3 звуковых эффекта — это Bass Boost Plus, баланс и четкий. Также есть пользовательская настройка аудио, которая выполняет проверку вашего слуха, чтобы в итоге получить персонализированное решение для усиления звука лично под вас. Я использовал эту функцию, и мне понравилось. Для меня звучание стало более чистым. Я такое люблю. Также в приложении есть возможность включить увеличение громкости, включить игровой режим, проверить прилегание наушников. Вспоминаем AirPods, они первые с Sony это придумали. Включить автоответ на вызов после извлечения наушника из бокса и настроить тапы. Об остальном я уже говорил. Обновить прошивку возможность есть, и обновления прилетали, но на данный момент сложно сказать, есть ли изменения лично для меня. Bluetooth версии 5.2 не последний, но с другой стороны я с Bluetooth 5.3 смогу
смартфонов-то и не знаю. Из кодеков на борту AAC SBC через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал, что радует. Задержка на YouTube незаметна, пока он работает. В играх задержка с включенным игровым режимом, который по заявлению производителя должен снижать задержку до 88 миллисекунд, хороши. Играть комфортно. В целом, если вы не проф, вам будет за глаза и за уши. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с АИ шумоподавлением, тот же CVC шумодав, грубо говоря, просто название другое. Окружающие шумы глушат неплохо, как и ветер, но перегруз присутствует и голос слегка искажается. Примеры вы сейчас услышите. Ну и снова нестандартный тест беспроводных наушников, микрофонов беспроводных наушников Realme Buds Air 3. Для чего в помещении? Потому что вы многие спрашиваете, зачем я все время у дороги мучаю наушники, и они очень часто не справляются, и вы, в принципе, не можете предположить, насколько хорошо микрофоны могут справляться где-то в адекватной обстановке. Вот здесь адекватная обстановка, но напоминаю, что здесь у меня панели, и, в принципе, звук я записываю здесь, поэтому ориентироваться, вот это идеальные условия обстановки, в идеальных условиях обстановки, если, допустим, говорить тихо, либо говорить громко, наушники будут отрабатывать микрофоны наушников именно так. Разумеется, CVC шумоподавление есть, то есть какой-то шумодав отрабатывает, отрезает внешние шумы, но их здесь нет. Поэтому слушаем и оцениваем. Смотрим. Пример работы микрофонов Realme Buds Air 3. И первое ощущение это не от микрофонов, а как только вы их запихиваете в уши, а вроде бы ветер, кстати, сейчас неплохой ветер, у вас сразу осознание того, что шумодав-то работает, притом не хуже, чем у AirPods каких-то. Не каких-то, а конкретно 3 Pro. А к чему это все? К тому, что сейчас я стою, рядом проезжают машины, вы их сейчас увидите, но они почему-то в ту сторону все едут. Поэтому возможности их лицезреть нет, а звук от них, шум исходит более чем бодрый и такой приличный. Сейчас будут проезжать наконец-то Fiat и Hyundai. К чему это все? К тому, что микрофоны на улице работают примерно так. Напоминаю, что опять же, когда вы стоите, ветер бушует, рядом проезжают машины, и все громко, вы в принципе начинаете громко разговаривать рядом с собеседником, и вас начинают лучше слышать. По-другому не бывает. То есть, если вы начнете шептать в такую погоду, даже если человек будет вплотную, он вас не услышит. Поэтому и микрофоны, по большому счету, не должны передавать никакой звук вашего голоса, кроме шума. С одной стороны. С другой стороны, производители что-то пытаются сделать, и, в принципе, делают это неплохо. По боксу, еще раз повторяю, да, он красивый, да, не минимальный люфт у крышки, и, в принципе, все хорошо, но я бы сразу покупал с чехлом. Притом, я про это говорю, потому что, когда я покупал на Али, чехлы были, но я не стал их покупать. Вот это был эпичный фейл. Без чехла красиво, круто, но это только людям, у которых аккуратность уровня 100. Это точно не про меня, учитывая, в каком состоянии мои смартфоны. Поэтому микрофоны вы услышали, смотрим. Звучание. В стоковом звучании запас громкости более чем достаточен. Вдобавок можно в приложении включить функцию увеличения громкости. Вдруг кому-то будет ее мало. Но если вам ее мало, спойлер, я уверен на 99%, у вас проблемы со слухом, и вам реально нужно к лору, потому что лично я прослушал музыку не выше, чем на 70%, и это было уже громко. У меня со слухом все в порядке, я прям проверяюсь, потому что часто тестирую звуковое устройство, и меня этот вопрос, как вы понимаете, интересует. Так же, как зрение нужно проверять, когда ты постоянно за компьютером. Также я хотел бы отметить, что несмотря на то, что есть звуковые эффекты, вокал и баланс, в данных наушниках преобладают, неудивительно, барабанная дробь, низкие частоты, а точнее бас. Он глубокий, и среднего баса более чем достаточно. Но слоистости, конечно, не хватает до аудиофильских наушников, но они, в принципе, и не претендуют. Середина
Картина хорошая, высокие, слегка приглушенные. Опять же, вспоминаем, в затычках это стандарт. В целом, несмотря на это, в общей картине я слышу неплохой баланс с средней детальностью. Сильной каши из частот нет, я бы сказал, ее вообще нет. Сцена средняя, звук яркий, энергичный. Панч в наличии. Инструментал отыгрывают хорошо. Вокалу все-таки хочется добавить слегка выразительности. Но напоминаю, что можно использовать настройку звука в приложении лично под ваше предпочтение, и работает это дело хорошо. Если руки растут из правильного места, правильно подберете амбушюры, вы получите тот звук, который вы хотите. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, также он скользкий, так что рекомендую сразу к нему покупать чехол. Ко всему нет кодеков высокой четкости, что неудивительно в принципе, потому что AAC по большому счету и не хуже. И регулировка громкости прямо с наушников пока отсутствует. Для настройки звучания не предусмотрели полноценного кастомного эквалайзера. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она более чем адекватна. Напоминаю, что выгоднее, если вы не на Тмоле покупаете, покупать через Kiwi. Сегодня, во всяком случае, Kiwi курс всегда выгоднее, чем курс самого Алиэкспресса. Последние 2 месяца это точно. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Сразу говорю, что, допустим, покупать через тот же Kiwi нужно где-то до 6 часов вечера, потом они меняют курс и делают его космическим. Если вы меняете рубли на доллары с утра, то ориентируйтесь на время 11:30. В 11:30 он либо станет более лояльный у Kiwi, либо станет хуже. Если брать алишный курс, он меняется постоянно, но в последнее время он вообще не радует, поэтому я советую вам покупать в долларах пока через Kiwi. Резюмирую, наушники однозначно интересные, как внешне, так и по функционалу. По звучанию мне понравились, я считаю, что новинка Realme Buds 3 получилась неплохой, синоним хорошей. Хоть и со своими недостатками. Вполне возможно, что-то им долетит, хуже они обычно не делают, потому что аксессуары у BBK хороши. Не забываем подписываться на Telegram взаимопомощи, там уже на 7700 человек. Посмотрел статистику, за прошлую неделю 1000 человек писало там вопросы и комментарии. Девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.